Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике. Реальные обзоры и тесты. И в этом видео мы говорим о кондиционерах Toshiba. Известный бренд климатический, не только климатический, конечно, но климатической техникой, в частности кондиционерами, японцы давно занимаются, и их продукты всегда интересны. Вот мы и посмотрим, что интересного они предлагают сейчас, в 2022 году, в сегменте бытовых сплит-систем. Берем три модели. Первая, более доступная по стоимости. Я не говорю бюджетная, просто доступнее, чем две других. Вторая, соответственно, подороже. И третья, это вообще топчик такой. Вернее, говорить будем о сериях моделей, а конкретные, они будут для примера. Смотрим, изучаем, какие технологии в принципе реализованы в этих моделях, а еще поймем, знакомясь с моделями по разным ценам, что получает человек, какие бонусы, скажем так, если он заплатит больше, купит более дорогой кондиционер. Это тоже важно и интересно. Поехали. Дизайн. Это в случае с кондиционером, на самом деле момент значимый, потому что кондиционер же всегда на виду. Неважно, используется он или нет. И вот смотрите, эта модель серии Seiya, это такая современная классика, впишется в любой интерьер, что называется. Плавные линии, классический свежий белый цвет, на мой взгляд, хорошо и точка. Вот без вау просто хорошо, просто реально многим подойдет в интерьеры. Как думаете? В комментарии welcome. Дальше смотрим на Sharai Edge. Это подороже несколько моделей, чем Seiya. Ссылки на кондиционеры из видео, если что, внизу в подписи. Там и цены есть. Именно на момент вашего интереса актуальные. И тут уже немного дизайнерских изысков есть. Внутренний блок, смотрите, он выглядит таким брутальным. Нет уже этих классических плавных линий, есть больше углов. Геометрия такая выраженная. Есть в этом что-то, согласитесь, хотя дизайн, его восприятие, это, конечно, штука субъективная. И топовые модели, это Toshiba Haori. Вот тут дизайн — это особенно важный момент. По сути, его в некоторой степени можно менять. Саму конструкцию внутреннего блока, конечно, вы не измените. Он такой, видите, интересный очень. Плавные линии тоже, но явно отличается от плавных линий серии Seiya. Выглядит интересней кондиционер. И крутейший момент — это то, что вот эта часть — это съемный тканевый чехол. И можно выбрать цвет. Есть несколько вариантов. И вообще заказать, например, в каких-то корпоративных цветах, если в офис. А если домой и одно цветовое решение как-то поднадоело, или если изменился интерьер, то кондиционер все равно можно идеально в него вписать, подобрать свежее, новое цветовое решение. Это вот главное про дизайн этих кондиционеров Toshiba, которые попали в наш обзор. И в целом тут как раз просматривается, что дополнительно получает владелец, заплатив больше. Ваше мнение, напомню, ждем в комментариях. Чтобы 3 раза в данном случае не вставать, как говорится, сразу скажу, что поскольку все 3 серии, и Seiya, и Sharai, и Haori, это современные сплит-системы, они поэтому инверторные. Инверторный контроль работы компрессора, контроль мощности — это здорово в смысле экономии электроэнергии. Инверторные кондиционеры реально экономичнее обычных. Это довольно важный момент с учетом того, что в теплое время года, например, кондиционер может работать длительно. Плюс отсутствие постоянных включений на максимальной мощности и выключений, это влияет и на ресурс компрессора позитивно, и шума меньше от работы. В данном случае от работы наружного блока, поскольку в нем компрессор. В общем, тут во всех 3 вариантах, семействах сплит-систем Toshiba пользователь получает хорошее современное решение. Тоже важный момент — площадь, на которую рассчитан кондиционер. Тут дело такое.
Модели Seiya есть для помещений от 15 квадратных метров, то есть даже вот для совсем небольших площадей, квартир, комнат, дальше 20, 25 метров, 42, 50, 65. То есть в этом плане широкий спектр, и можно подобрать. Похожая ситуация и с Шарай. Там тоже можно выбрать площадь помещения, на которую рассчитан кондиционер, из нескольких вариантов. Ну и, конечно, Toshiba Haori кондиционеры. Здесь есть 25 квадратов, 35, 46. Это вот то, что сейчас удалось мне найти, и то, что представлено в России. Ну, то есть где-то больше возможностей в этом плане, где-то меньше, но подобрать можно и довольно широкий выбор в этом плане. Ссылки на кондиционеры, напомню, в подписи к видео. Все сплит-системы всех трех серий Seiya, Sharai Edge, Haori могут работать как на охлаждение, так и на обогрев. То есть можно использовать не только когда жарко, но и если прохладно, в межсезонье согреться. Естественно, существуют ограничения по минимальным и максимальным наружным температурам, при которых производитель гарантирует такую стабильную работу. Это всегда есть в руководстве по эксплуатации. И не забывайте вот ознакомиться с этими моментами, с этими данными. Логично, что все эти сплит-системы могут также просто работать в режиме вентиляции, просто создавать воздушный поток без охлаждения или без обогрева. Ну и осушение воздуха, бывает это нужно, особенно в регионах с влажным климатом или где-то в старых зданиях бывает излишне влажно, и тоже во всех трех сериях этот режим есть. Собственно, воздух и так у вас становится суше, если вы используете кондиционер в режиме охлаждения. Просто это режим, когда именно осушение во главе угла без температурных настроек. Авторежим. Кондиционер поддерживает установленную пользователем комфортную для него температуру. Есть во всех трех сериях кондиционеров Toshiba, о которых мы говорим в этом видео. То же самое с турборежимом, турбоохлаждением. Здесь это называется High Power, максимально быстрое охлаждение или обогрев. Также доступен этот режим в моделях всех трех серий. Ну и туда же в этот список эко-режим и так называемый бесшумный. Пониженное энергопотребление при автоконтроле температуры плюс максимально тихая работа наружного блока. А вот, например, в моделях Sharai Edge и Haori есть еще режим камин. Что это такое? Разумеется, камином кондиционер не становится, но если у вас есть камин или другой источник тепла в помещении, то кондиционер поможет теплу от него быстрее распространиться. Здесь температурные настройки выключаются и работает вентилятор внутреннего блока. Можно пользовательскую скорость установить или выбрать вариант с заводскими настройками, с минимальной скоростью. И еще отмечу возможность у этих кондиционеров, напомню, речь о моделях серии Sharai и Haori, работать в режиме антипромерзания. Это экономичный режим, в котором поддерживается в помещении температура в диапазоне от 5 до 13 градусов. Это бывает необходимо, чтобы коммуникации не промерзали, например, где-то в загородных домах. У более скромных моделей Seiya вот этих двух режимов нет. И еще нет у Seiya, у Toshiba Sharai Edge и Haori есть режим максимально комфортного распределения воздуха. Если его выбрать, то поток направляется вверх к потолку и не подается напрямую на пользователя, на человека. Минимизирован риск простудиться, сквозняка нет, но распределение прохладного, например, воздуха по помещению все равно довольно быстрое. У всех трех серий, впрочем, есть автоматическое качание жалюзи вниз-вверх, что тоже помогает быстро распределять воздух по комнате. Еще отмечу режим комфортного сна в серии Sharai. В моделях Haori он называется Эко. Это специальный алгоритм работы кондиционера, когда в авторежиме кондиционер создает небольшие колебания температуры. Она на пару градусов повышается в режиме охлаждения или понижается в режиме обогрева. От заданной. Есть исследования, они проводились, по результатам которых выяснилось, что такие вот небольшие
небольшие колебания способствуют более здоровому, более комфортному сну. Время работы в этом режиме можно выбрать 1, 3, 5 или 9 часов. Ну и, естественно, по шуму. Здесь все минимизировано и кондиционер работает очень тихо. Отдельно еще остановимся на шуме. Вообще, если брать сплит-системы Seiya, то участие моделей, это те, которые небольшой мощности и рассчитаны на 15 квадратов, у них минимальный шум внутреннего блока 19 дБ. Это вообще ни о чем практически не слышно. Собственно, само название Seiya в переводе с японского, между прочим, «Тихая ночь». У моделей помощнее там, конечно, чуть больше показатель. У самых мощных, которые на большие помещения рассчитаны, до 35 дБ, что тоже вообще-то весьма тихо. Например, современный холодильник, если уж сравнивать, шумит примерно на 38-40 дБ, и этого шума, если, конечно, все правильно работает, мы, в общем, не ощущаем особо, не мешает он. И, кстати, модели Toshiba Shirai Edge и Haori тоже есть с шумом всего 19 дБ, причем это модели, рассчитанные на 35 квадратных метров помещения, а не на 15 с таким шумом, как серия Seiya. Вот еще преимущество, явное преимущество более дорогих моделей. Для современного кондиционера это важно не только быть именно кондиционером, но еще и делать чище воздух в помещении. Тут прямо пойдем по каждой серии. Seiya, естественно, есть фильтр для пыли крупной, который защищает, по большей части сам кондиционер. И заодно, да, конечно, делает чище воздух, чтобы пыль не прилипала к пластинам теплообменника, если она добирается до него все же, а не эти пластины с покрытием Magic Coil, которое как раз этому прилипанию препятствует. В моделях Shirai и Haori такое покрытие тоже есть, но сама система очистки воздуха более продвинутая. Фильтр тут можно назвать таким универсальным, многофункциональным, если хотите. Например, он борется с неприятными запахами и с сигаретным дымом, плюс минимизирует в воздухе такие загрязнения, как летучие органические вещества. Еще благодаря антибактериальному эффекту предотвращает образование плесени и грибков. И частицы PM2,5. Это взвешенные частицы в воздухе, такая незаметная нам взвесь природного и антропогенного происхождения. Мельчайшие реальные частицы, их диаметр примерно 3% диаметра человеческого волоса. Исследования обнаружили тесную связь между воздействием мелких частиц и заболеваниями легких или обострением хронических заболеваний, таких как астма, бронхит и другие респираторные заболевания. Это общеизвестный факт, и мы тоже в наших материалах об этом не раз говорили уже. Смотрите наш плейлист очистителей и увлажнителей воздуха. Так вот, в моделях Shirai и Haori фильтр улавливает до 94% таких вредных мельчайших частиц. И добавлю, что в топовых Haori, вон они у меня за спиной, к этой фильтрации добавлен еще и плазменный ионизатор. Это отрицательно заряженные ионы, которые воздух дезодорируют, удаляют также дым табачный, даже делают менее вероятным образование таких, табачных пятен, пожелтений на обоях, занавесках. И вообще ионизированный воздух — недружественная среда для жизни насекомых, в том числе тараканов, комаров. Это, конечно, при регулярном таком систематическом использовании функции ионизации. Все модели всех трех серий имеют самоочистку внутреннего блока, чтобы там не было слишком влажно, чтобы не образовывалась плесень в теплообменнике. Специальный режим продувки-просушки доступен, повторюсь, во всех трех сериях. Я, конечно, самое главное только обозначил об этих сплит-системах, то, что важно для использования кондиционера. Вообще же ссылки на модели и серии мы дадим в подписи к этому видео внизу. Если что-то забыл, welcome, проходите по ссылкам и в комментариях тоже пишите свое мнение. Напомню, мы говорили о трех сериях инверторных бытовых сплит-систем Toshiba: Seiya, Shirai и Haori. Изучали технологии, которые в них реализованы, плюс смотрели, в чем отличие более доступных по цене моделей от более дорогих.
Мне кажется, вот именно главное удалось показать и рассказать. В первом закрепленном комментарии навигация по видео, можно всегда вернуться к каким-то моментам. Обязательно читайте инструкцию перед использованием вообще любого бытового прибора и тем более кондиционера. И устанавливать тоже лучше доверять профессионалам, потому что зачастую именно неправильная установка – причина поломок и какой-то некорректной работы кондиционера. Плюс не забывайте об обслуживании. Что-то можно самостоятельно делать, опять же в инструкции есть рекомендации, но периодически нужно проверять техническое состояние кондиционера с помощью специалистов. Во всяком случае, после зимы, перед активным сезоном лучше это делать. Подписывайтесь на канал, заходите в наши соцсети, на сайт Toster.ru и в Яндекс.Дзен. Там у нас много интересного о доме и быте, не только наши видео. Все ссылки и на нас, и на кондиционеры из видео внизу в подписи есть. До новых обзоров и тестов.